Всем привет, это новый влог, и начинаем его со сладкой булочки. Мы дома, спим мы все еще мало, но у нас есть прогресс, наверное, больше, чем первые 2 дня в роддоме. Вот, малышка сейчас как раз вырубилась, вот у нее день это ночь, ночь это день, вот поэтому пока что не так легко. Сейчас мы собираемся еще, как раз это будет наш первый выход на улицу, вот, пойдем как раз к врачу. Будет такая как мини-прогулка, минут 15, наверное, где-то так, в сторону как раз больницы. И потом обратно, и сейчас попьем еще кофе. Вот, попробуем, посмотрим, как вообще жизнь в городе. Сейчас буду как раз собирать коляску, я еще тоже ничего там не добавляла. Вот будут какие-то такие вещи, которые должны, по идее, понадобиться класть с собой, что может понадобиться в дороге. Ну и малышка, вот нужно будет ее тоже собрать, одеть. Вот посмотреть подгузник тоже, вот вроде пока был сухим, но кто знает. Кстати говоря, одежда ей пока что велика, она у нас 48 сантиметров, а я не покупала вообще как бы никакой одежды размера даже 50, вот, просто пока что на глаз смотрю, что выглядит поменьше. В это как раз я одену просто. Кроватку мы подставили рядышком, вот она сейчас вот так вот выглядит с полоснами. Вот. Нужно еще немножко продумать, конечно, этот момент, потому что она все равно хочет спать рядом с тобой, прям на ручках. А так у нас бардак, я ничего не разбирала, вот как раз постелила сюда пеленку, взяла немножко памперсов, влажные салфетки, еще просто ватку, вот, как-то так. Ну и мы зашли в нашу любимую кофейню, где очень вкусная чипа. Булочка сейчас у нас находится в такой вот пленке кокон. Кофеек. Ну и первый раз пробуем коляску от Кристины в деле. Мне очень нравится, как смотрится она визуально, а так пока что выглядит достаточно маневренной. За эти дни немножко непривычно оказаться на улице. Это наш первый прием у врача. Мы пока что решили ходить в Лос-Аркос к неонатологу, но попозже, наверное, найдем своего педиатра, к которому уже будем постоянно ходить. Сейчас в Аргентине жарко, поэтому булочка чисто вот такой вот пеленки кокон. Сидим, ждем приема у неонатолога. При входе в больницу вам одевают браслетик, вам и ребенку. Помимо такого кокона с овечками, я ей брала еще и песочник. Ну что ж, мы после врача, я уточняла как раз, у меня был вопрос относительно какой-то такой небольшой сыпи после кормления, вот, но мне сказали, что все нормально, что она пройдет. По весу пока тоже она еще не набирает, даже чуть-чуть сбросила, к сожалению. Очень надеюсь, скоро это исправится. Недалеко от Лос-Аркоса есть одно из наших любимых кафе, где очень вкусные чизкейки. Вот прям вот рекомендую от души. Вот. И медиалунсы тоже одни из моих любимых. Вот поэтому мы решили попить кофеек и съесть вкусняшку, ведь нужно себя как-то порадовать. Вот это тут самый обалденнейший просто чизкейк. Для первого дня, мне кажется, неплохо. Мы старались сильно себя не нагружать, поэтому потихоньку брели в сторону дома. Немножко как раз решили прогуляться по городу, понаслаждаться чудесной погодой, поразглядывать красивые граффити. Ну и надеялись, конечно, что хотя бы в эту ночь нам удастся нормально выспаться. Через день мы в очередной раз двинулись в сторону Лос-Аркоса. В этот раз нам нужно было сделать свидетельство о рождении для нашей сладкой булочки. И нас ждал еще очередной прием у педиатра. Кофе в этот раз мы решили взять с собой и просто выпить его по дороге. В последнее время мне настроение пить латте, хочется какого-то такого более мягкого вкуса. Поэтому чаще всего я заказываю именно его. А так вообще очень непривычно, но очень кайфово гулять с коляской. Это такие новые прикольные ощущения. Вот, и мне, конечно, не с чем сравнить. Не знаю, как бы я управляла другими колясками, но вот именно конкретно от этой я прям получаю удовольствие. Даже на каких-то таких разбитых тротуарах она вполне себе неплохо справляется. Кстати, прикреплю ссылку, вдруг кто-то захочет посмотреть обзор на эту коляску, вот, то он появится где-то вот здесь вот сверху. Ну еще я очень рада, что я не засела дома с ребенком, что мы выходим гулять, что жизнь продолжается. В общем, не знаю. Конечно, в некоторые моменты тяжело, но плюсов все равно больше, и они, конечно же, все перекрывают. Оформлять свидетельство о рождении мы ходили с переводчиком, там нужно было заполнить некоторые бумаги, поставить подписи, и через несколько дней оно уже будет готово, можно будет уже сюда снова прийти и забрать. Ну а нас еще ждет прием у врача, вот как раз поднялись и ждем своей очереди. Вместе с булочкой посмотрим, набрала ли она вес или нет. Вот надеюсь, что да. По крайней мере, я всеми силами стараюсь ее накормить.
Вот так, кстати, выглядит паспорт ребенка. Здесь вот как раз всякие такие данные вносятся. Такая вот книжечка. Когда мы ходили к врачу, я одевала пеленку кокон. Мне казалось, что так гораздо лучше, потому что я меньше ее потревожу. Вот проще будет как раз снять эту пеленку, чтобы врач ее смотрел. И хоть я смотрела столько видео, мне как-то не пришло в голову, что, наверное, ребенку все-таки лучше действительно на прогулке быть в свободе, чтобы он мог изучать как-то еще мир. Ну и еще из-за рефлекса Моро я почему-то думала, что, наверное, в коконе все-таки будет лучше, потому что он не будет себя будить. Но педиатр в Лос-Акросе сказал переодеть в бодик, ни в коем случае на прогулке, по крайней мере, точно не ходите вот в этой пеленке. Ну и благо я как раз взяла с собой вот такой вот бодик. Заодно мы как раз одели еще наш бантик. И оставшуюся часть дня уже были такие нарядные. По дороге домой мы решили заскочить за фруктами и овощами. Нам повезло урвать еще маленьких вкусных огурчиков, они здесь редкость. Если вдруг вы захотите их найти, то проще всего это сделать на какой-нибудь ярмарке. Ну и еще пару слов про пеленку кокон. У нас она в итоге не сильно зашла, она стала перекручиваться, ну и плюс, мне кажется, стало немножко тесновато. В итоге мы стали одеваться в песочник, я видела, что ей гораздо комфортнее так. Ну и я пыталась укладывать ее свободным пеленанием, но это тоже не наша история. Вот я в итоге убрала все пеленки, все одеялки вот из кроватки. Оставила чистый песочник, в него мы переодевались вечером и как раз укладывались спать. Дома очень жарко, поэтому это вообще оптимальный вариант оказался. Ну и отчасти за счет этого, мне кажется, она быстрее перестала вздрагивать и будить себя. Еще я четко запомнила, что новорожденный должен спать на спине в кроватке, вот, но это тоже не наша история, у нас она спит на боку. И я сначала очень сильно переживала на этот счет, думала, что такое, почему она не спит на спине. Вот тоже пыталась изучить этот вопрос, вот тоже уточнила у педиатра. Вот там сказали, что ничего страшного, просто ей так, видимо, нравится. Если это комфортно, то как бы нечего переживать. Главное, чтобы она просто не перевернулась на живот. На живот перевернуться у нее предпосылок нет, она обычно спит на боку и подбирается ближе к краю, который находится рядом со мной. Стена кроватки сетчатая, поэтому даже если она ткнется носом, она все равно сможет дышать. Но пока я не уточнила все эти моменты, я клала ее на спину и пыталась как раз зафиксировать одеялом, чтобы она точно лежала на спине. И это было тоже ужасно, потому что не спал никто, просто-напросто, ни она, ни мы, потому что ей так не нравилось. Вот. Она в итоге ворочалась, кряхтела и выбиралась из одеялка. Поэтому после всех экспериментов, уточнений врача, в общем, мы остановились на стене на боку и чисто просто переодеванием в такую как бы ночную одежду. Что ж, мы вышли на прогулку, сейчас попьем кофе. Если заказала медиалунус или чипу все-таки? Медиалунус. Попробую наконец-то здесь медиалунус, обычно берем чипу. Вот, посмотрим, насколько вкусные медиалунусы в этом кафе. Вот, кофе здесь отличный. И пойдем прогуливаться, искать, возможно, ночник. Хочу ночник, потому что у нас яркая лампа. Хочется чего-то такого более приглушенного, чтобы тоже как-то сильно не просыпаться. Вот, и может быть какой-то маленький микровентилятор, потому что очень жарко. Вот хочется, может быть, даже как на улице немножко им воспользоваться. Вот, посмотрим. Но я все никак на нее не налюбуюсь, она такая смешная. Одежда нам пока велика, но выглядит как такой оверсайз. Меня это даже немножко прикалывает, думаю, что это не сильно критично. Не вижу смысла покупать прям вот что-то сильно меньше, вот, потому что все равно она скоро вырастет, мне кажется. И, кстати, мы все-таки набрали чуть-чуть веса, поэтому ура, 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 ура. Надеюсь, что пойдет по нарастающей. Без весов, конечно, сложно как-то, да, следить за всем этим. Я уже думаю о том, чтобы их все-таки купить. Вот. Но сегодня у нас поход за ночником. Будем его искать. Найдем, надеюсь, что какой-нибудь прикольный. Так как жилье мы снимаем, у нас здесь была такая лампа, но она достаточно яркая. Вот, поэтому с ней, конечно, не так комфортно. Хочется что-то более приглушенного как бы света. Ну и, конечно, хочется, чтобы это еще было недорого и симпатично при всем при этом смотрелось. Что ж, мы купили ночник вот с такой вот лампой. И вот так он будет выглядеть. Достаточно миленький, мне кажется, будет. Вот такой, мне кажется, классический больше вариант. Посмотрим, сейчас вам покажу, как он смотрится. А это как раз наш ночник. У него получается такой более приглушенный немножко свет. Вот, и за счет того, что он стоит у нас здесь внизу, получается еще более так нейтрально в плане освещения в комнате. Ну что, мы тут потихоньку подрастаем. Я ради эксперимента решила достать черно-белые карточки, посмотреть, будут ли они интересны для нее. И, представляете, она стала их разглядывать, вот зависает. Помимо всего, в Лос-Анджелесе нас ждали еще вот такие вот подарки.
Такой вот пакетик нам дали от Свиса. Вот. И сейчас посмотрим, что же там нас ждало внутри. Вот, на самом деле очень много всего, прям было неожиданно и приятно. Здесь начнем с того, что уже прям вот видно. Вот такое вот, я так понимаю, что-то вроде пенала. Сейчас посмотрим, что внутри, как это выглядит. Да, я так понимаю, может быть, это какая-то папочка под документы. Здесь вот много различных кармашков. Так вот она выглядит. Очень миленькая, тоже с бегемотиками, с фишкой как раз госпиталя. Вот, там, на мой взгляд, прям милота. Прикольно, что они сделали вообще, в принципе, ну, такую милоту, именно брендированную. Очень прикольно. Так. Потом здесь вот такой вот пакетик. Давайте начнем с него. И еще вот один пакетик. Или все-таки с вот этого. Давайте с вот этого. О, это, видимо, что-то от Хаггисов. Здесь вот такая вот упаковка идет для малыша. Вот, наверное, те самые Хаггисы, которые как раз нам давали в роддоме. То есть можно было взять, в принципе, то, что оставалось, остатки какие-то в палате. Вот, и целую упаковку они дарят еще. Вот сейчас как раз тоже ее откроем, потому что у нас почти заканчиваются те, что уже есть. И еще вот такой вот пакетик. Так, здесь у нас что написано. Тоже какой-то такой со зверятами очень миленький. Там очень много всякого добра. Сейчас давайте прям вот так вот высыпем. И я буду показывать частями. Ну, во-первых, вот такая вот тряпочка, так понимаю, типа слюнявчика. Или типа от срыгивания такая салфеточка тоже брендированная, очень миленькая. Светленькая. Здесь как раз есть брошюрка. Так, всякие пробнички здесь идут. Шампунь, эмульсия, кондиционер. Гель для ванны. Такие вот пробнички. И еще, я так понимаю, что это крем под подгузник идет, тоже пробник. И осталось еще вот такие вот 4 тоже упаковочки. Вот есть такой вот тюбик. Я так понимаю, что это тоже какой-то крем идет для увлажнения. Потом у нас идет вот такой вот, я думаю, что это мыльце, наверное, да, тоже гипоаллергенное. Вообще, в принципе, все здесь у нас идет от дерматита. Тоже крем и еще один тоже крем под подгузник. Вот. Вообще, на мой взгляд, по-моему, вообще шикарно. Очень приятно. Прикольно, что вообще еще положили какие-то местные пробники. Ну, вот именно какой-то гипоаллергенной косметики. Это прям вот огромный плюс. Давайте, кстати, чтобы недолго думать, все равно их нужно доставать, выкладывать. Посмотрим, что из себя представляют эти подгузники. Хотела еще похвастаться. Нам, друзья, подарили тоже на выписку от Мимико милоту. Вот, она идет, правда, на вырост. И это, кстати говоря, одна из тех штук, которые мне тоже понравилась. Помните, я вам показывала такое платьице? Вот, так что это прям вот очень в тему. Мне очень нравилась вот эта штучка со звездочками. Вот, мне кажется, что малышке будет прям вот очень хорошо в ней. Вот, очень классно. Спасибо всем, кто был вместе со мной. Увидимся в следующем влоге.